Перед изучением данного трюка рекомендую выучить такие трюки, как Power Pass и Thumb Around Release. С ними вам будет легче выучить этот трюк. Видеоуроки на эти трюки есть на нашем канале. Начнем видеоурок с изучения Pinky Spread. Согните все пальцы и возьмите ручку в слот 3-4 так, как показано на видео, чтобы основная часть ручки смотрела вверх. Затем учимся перекидывать ручку через мизинец. Для этого надавите мизинцем на нижнюю часть ручки. Так ручка перекинется через мизинец. Теперь учимся подкидывать ручку. Для того, чтобы ее подкинуть, нам нужно сделать движение рукой вверх в тот момент, когда мы надавливаем мизинцем на ручку. Таким образом, ручка подлетит вверх. Ну и в конце ловим ручку в слот TF. Трюк готов. Pinky Spread удобно делать после Power Pass. Делаете полный Power Pass и в конце подкидываете ручку с помощью мизинца. То есть делаете Pinky Spread и после этого ловите ручку в слот TF. Также на Pinky Spread можно заходить с помощью Thumb Around Release. Для этого научитесь ловить ручку в слот 3-4 после Thumb Around Release, а затем совмещайте с Pinky Spread. Когда стабильно научитесь делать Pinky Spread один раз, можете приступать к изучению Pinky Spread Continuous. Для этого сделайте Pinky Spread и снова поймайте ручку в слот 3-4. Таким образом, ручка попадает в такое положение, с которого можно сделать этот трюк еще раз. Благодаря этому вы сможете сделать 2 спреда. Когда научились делать 2 спреда 10 раз из 10, приступайте к изучению 3 спредов, затем 4, 5 и так далее. Со временем вы научитесь контролировать силу толчка мизинцем и скорость движения руки. По такому же принципу учимся делать Ring Spread. Согните все пальцы, кроме безымянного. Положите ручку на пальцы так, чтобы основная часть ручки смотрела вверх, и прижмите ручку безымянным пальцем. Затем надавите на нижнюю часть ручки безымянным пальцем, чтобы перекинуть ручку через него. После этого добавьте движение рукой вверх, чтобы подкинуть ручку. Таким образом, у вас получается уже Ring Spread. Чтобы сделать этот трюк несколько раз подряд, научитесь ловить ручку после подбрасывания в то положение, в котором ручка была в начальной позиции. После этого еще раз надавите на нижнюю часть ручки безымянным пальцем и сделайте движение рукой вверх. Таким образом, вы делаете 2 Ring Spread. По такому же принципу учимся делать 3 и более раз Ring Spread. Middle Spread изучается точно так же. Согните все пальцы, кроме среднего. Положите ручку на пальцы так, чтобы основная часть ручки смотрела вверх, и прижмите ручку средним пальцем. Затем надавите на нижнюю часть ручки средним пальцем, чтобы перекинуть ручку через него. После этого добавьте движение рукой вверх, чтобы подкинуть ручку. Таким образом, у вас получается уже Middle Spread. Чтобы сделать этот трюк несколько раз подряд, научитесь ловить ручку после подбрасывания в то положение, в котором ручка была в начальной позиции. После этого еще раз надавите на нижнюю часть ручки средним пальцем и сделайте движение рукой вверх. Таким образом, вы делаете 2 Middle Spread. По такому же принципу учимся делать 3 и более раз Middle Spread. Важное уточнение. Ручка в воздухе должна сделать 1 оборот. То есть, каждый толчок ручки должен происходить на одной и той же ее стороне. Трюк не из легких. Он требует много сил и времени на изучение. Будьте готовы к тому, что ручка будет много падать. Не бойтесь ее ронять. Ведь с каждой неудачей вы все ближе и ближе приближаетесь к успешному изучению этого нереально крутого трюка.
ведь оно действительно этого стоит. На этом видео подходит к концу. Пишите в комментариях, на какие трюки вы бы хотели увидеть обучение, и я обязательно сделаю. Я же желаю вам удачи и терпения в изучении данного трюка. До встречи в следующем видео.